Everybody. Так. Блин. Дорогие друзья, всем привет. Сегодня у нас очень важная тема на повестке дня. На носу Новый год. Я вас очень рад видеть. Добро пожаловать на передачу «Биомашин New Year 2022», потому что по-английски я не знаю, как это сказать. Короче, сегодня мы обсудим время, когда миллионы людей собираются вместе, загадывают желания, обнимаются, кушают вкусную пищу. И очень надеются, что следующий год будет для них новым. Жизнь изменится, цели будут достигнуты, вот эти вот все 350 штук, которые мы привыкли ставить, и я в том числе грешен. Но, как правило, этого не происходит, и мне всегда было интересно, почему. Конечно, у этого есть множество причин. Мы же, со своей стороны, решили углубиться в некоторые из них. Да, и со своей колокольни на это взглянуть. Я очень надеюсь, что информация, которая будет в сегодняшнем выпуске, будет не просто интересной для вас, но еще и очень прикладной именно к этому Новому году. И полезной. Погнали! Обычно все начинается и заканчивается на этапе новогоднего застолья. Уже здесь большинство из нас уничтожает заложенный в это волшебное время потенциал. Неделя новогодних праздников обычного человека — это на самом деле хороший антипример, на основе которого можно сделать множество выводов относительно своего организма и жизни в целом. Одна из главных областей жизни, над которой я активно работаю, это здоровье. Я крайне заинтересован в том, чтобы мой организм был сильным, продуктивным и жизнеспособным. Чтобы это сделать, мне приходится, да, это такая данность у нас, ребята, нам придется осмысленно работать над собой достаточно долго, чтобы сбросить багаж, балласт старых привычек, которые зачастую тянутся с детства. У каждого этот багаж разный, но так или иначе он есть. И праздники — это неотъемлемая часть подобной трансформации. При этом у нас нет задачи делать из этого культ и отменять привычные вещи. Праздник остается праздником, веселье весельем, вкусные блюда вкусными блюдами. Мы просто прагматично их видоизменяем и направляем в созидательное русло. Давайте полетаем. Это наша пищеварительная система. Она берет на себя основной удар во время любого застолья. Первый рубеж – желудок. Формирует пищевой комок, обрабатывает ядреной кислотой всю пищу, в первую очередь переваривая белки. Первый уровень защиты от патогенов. Второй рубеж – печень и желчный пузырь. Генерируют и выбрасывают желчь. Она, в свою очередь, переваривает жиры, очищает печень, помогает моторике кишечника. Второй уровень защиты от патогенов. Кишечник, батя, содержит несколько килограммов микрофлоры, продуцирует аминокислоты, гормоны и витамины. Крупнейший иммунный орган. Удивительно, но большинство людей знают устройство своего авто лучше, чем себя самого. Ну и давайте сегодня это хотя бы немножко, исправим. Наглядность, она всегда хорошо работала. Итак, в общем-то, как обычно это у нас происходит. Садимся за стол и до боя курантов провожаем старый год. Его проводили, в ходу уже основное блюдо, фрукты, закуски, немного алкоголя или сок. Затем бой курантов, еще алкоголя. Мужчины уже навеселе, женщины почти. Загадали желание. Начинается основной пир. Горячее, холодное, мясо, сыры, рыбка, немного дискотеки, майонез, напитки, кока-кола, торт, ну и где-то там в конце немного овощей. Итак, 7 дней. Да, импровизация, она всегда хорошо работала. Какая импровизация? И вот тут, как вы уже догадались, получается дикая каша-малаша. Я в детстве любил ее мешать, очень много это делал. Это было мое любимое блюдо. Много еды без разбора и без остановки. Да, тривиально, да, понятно, спасибо, Кэп, я знаю, но именно это катализатор основных последующих изменений в организме, которые тянутся потом еще очень долгое время. Поэтому именно с этих процессов нам и необходимо начинать развертывать логическую цепочку. Друзья, наш организм — это очень взаимосвязанная система. И если один из ее элементов дает сбой, все остальные тоже страдают. То же самое происходит с теми самыми рубежами, о которых мы только что говорили. Рубеж номер 1 — желудок. Наверняка свою функцию нормально выполнить не сможет. Желудочного сока не хватит. Скорее всего, мы жевать нормально пищу не будем, потому что болтаем, там, стреляем глазками, общаемся, нам не до этого, и это, в принципе-то, нормально. Но, так или иначе, это вносит свою лепту. И постоянное подбрасывание новой еды во время застолья ухудшает формирование пищевого комка. Рубеж номер 2 тоже падет. Желчи нам явно будет недостаточно. И вследствие этого панкреатических соков тоже, потому что они выделяются в ответ на нормальную концентрацию желчи в нашем организме. Все это подкрепляется
уже обыденными проблемами, которые есть у людей сегодня, начиная от пониженной кислотности желудка, заканчивая искривлением желчевыводящих путей, например, у меня это есть, и банальным перманентным спазмом внутренних органов вследствие стрессов, бесконтрольного потребления информации. Наша нервная система ежедневно на максимальном взводе. Это не может не отражаться на внутренних средах. Кишечник вообще не рассчитан на то, чтобы заниматься первичной обработкой пищи. Его задача всасывать из уже обработанного. Соответственно, отсюда получается понятная естественная закономерность. Кишечник получает недообработанную пищу. Условия в кишечнике тепличные, идеальные для того, чтобы эта самая необработанная пища начинала бродить. Бактерии там прекрасно размножаются и начинают производить газы. Газы, в свою очередь, распирают кишечник в разные стороны. Есть у них такое свойство. Когда кишечник распирается, плюс еще органы набиты едой, мы начинаем ощущать такое, знаете, вздутие, тяжесть и такое рефлекторное желание продышаться. Наше дыхание становится рефлекторно-поверхностным. В том числе функция диафрагмы, одна из функций, которая заключается в том, чтобы массировать перманентно органы, желчный, желудок, в том числе и сердце, массировать, тем самым помогать их функциям. Это тоже отпадает. Диафрагма, у нее будет недостаток амплитуды, да, потому что, опять-таки, распертый живот, минимум оставшегося места в нашей брюшине этому мешают. Иммунитет большинства людей в эти периоды закономерно проседает, что сказывается на таком повальном росте заболеваемости. Отчасти, конечно же, это связано с микрофлорой кишечника, потому что патогенная микрофлора, плохие микробы, только рады привычному новогоднему питанию. Они в этих условиях замечательно растут, при этом смещая баланс микрофлоры, да, они потесняют хороших микробов. Плюс ко всему, хорошим микробам питания не хватает, они еще и голодают. То есть их мочат, они голодают, еще и застойные явления мешают их развитию, да, которые образовываются в процессе того, что наша пища до этого не была обработана. По сути, ребята, мы с вами выстроили вот такую вот логическую цепочку, воронку, когда пища идет сверху вниз, при этом каждый из рубежей нормально не может отработать. И что мы получаем? Ничего хорошего. Микрофлора кишечника, в свою очередь, продуцирует кучу гормонов, в том числе всем известный серотонин, немного дофамин, а также десятки других. Весь этот каскад гормонов отвечает за мотивацию, деятельность и дофамин-энергетическую систему. Без них будет сложнее начать новое, сложнее включиться в привычный ритм, сложнее сделать рывок, сложнее работать. И это, ребята, на мой взгляд, ключевое. Для меня Новый год всегда был временем для рывка, а образ жизни, которым я жил все предыдущие годы и отчасти продолжаю жить, мешает двигаться так быстро, как я на самом деле могу. Ну что, ребятушки, теперь у нас блиц. Здесь я постараюсь поделиться небольшим количеством решений, которые я выработал для себя в последнее время. Они хорошо помогут на любых застольях, минимизировать урон раз, помочь некоторым процессам два, ну и, в общем-то, встать на путь истины. Поехали. Первый совет — это клетчатка, базовейшая база. Но я просто свел это к прикладному и простому правилу. Мы просто берем и смешиваем клетчатку со всеми любыми другими продуктами, какие бы вы ни ели, в соотношении 1 к 1. Всегда, в любое время. Просто у нас стоит тарелка с салатом рядом, и в идеале это не крабовый, не оливье, а что-нибудь, где процентов на 80 это какая-нибудь тертая морковь, свекла, капуста, там зелень. Ну вы поняли, хорошая, качественная клетчатка. Когда мы кладем на тарелку себе какое-либо блюдо, просто ровно столько же, такого же объема, кладем салаты. И едим это в равномерных пропорциях. Все. Уже это на самом деле будет работать офигенно для большинства людей. Это спасет человечество, ребята. Идем дальше. По поводу напитков что? Ты поржал, что ли? Оператор у нас такой. Что поделать? Он будет уволен на следующий день, видим. Из напитков я оставил только натуральные соки, травяные чаи, ну и, конечно же, воду, потому что ничто не заменит нормальную, чистую воду, когда вопрос касается гидратации любой клетки в нашем теле. Но, так или иначе, если это сок или чай, ничего, кроме основных ингредиентов, в составе быть не должно. Это простое и понятное прикладное правило. Иначе нужно будет учиться читать этикетки, разбираться в составах, а это довольно сложно для большинства людей. Культура питья, ребята, тоже немаловажна. Я очень долго отучивал себя от того, чтобы пить залпом. И сейчас пришел к тому, что пью маленькими глотками и смакую напиток. Считаю, что это правильный путь. Добавки. Каждая из них с акцентом на свой рубеж пищеварения. Для желудка яблочный уксус. Предпочитаю капсулы. 1 грамм за 15 минут до еды до 4 раз в день. Увеличивает концентрацию соляной кислоты. Печень и желчный пузырь.
Любые горечи и жгучести прекрасно стимулируют желчеотток. Это соусы, травы, приправы, чаи. Самый простой вариант — найти готовые комплексы или сборники, например, иберогаст. Кишечник. Псилиум — один из лучших видов клетчатки и сорбентов по моей версии. Помогает моторике кишечника, сглаживает пики сахара и инсулина, сорбирует токсины. Также, ребята, псилиум может быть очень крутым решением в случае, если лично вы или кто-то из ваших друзей не очень-то любит жевать эти всякие салаты и листья петрушки. Просто 10 грамм до застолья минут за 15, размешали в воде с водой, создали, знаете, такую гелеобразную массу. Потом после этого еще стаканчик воды желательно добавить. Эта самая масса транзитом пройдет по нашему кишечнику и, в отличие от тех же отрубей и других видов клетчатки, не тронет стенки кишечника. Все произойдет мягко и эффективно. Но, конечно же, заменять псилиумом нормальное питание недостаточно. В идеале, конечно же, все это комбинировать. Поэтому я во время таких ситуаций и псилиума долбану, и клетчаточки во время застолья поем. Также неплохой лайфхак — это в течение повседневной жизни, когда все-таки перепадают в вашем рационе тортики, пирожки, конфетки или еще что-то, пару грамм псилиума забрасывать прямо в этот момент. Это снизит пики инсулина, пики сахара, и здоровье станет гораздо лучше. И еще, ребят, последнее. Псилиум лучше не смешивать с приемом витаминов или любых других БАДов, потому что он может просто связать с собой какую-то их часть. Их приемы мы разделяем. В общем-то, я думаю, все по клетчатке, все должно быть предельно понятно. Это классная вещь. Недооцененная и крайне простая, как 2 пальца об асфальт. Добавив ее в свой рацион питания, мы свои центры насыщения быстрее будем насыщать и, соответственно, меньше съедать, а это актуально во время застолий, так и пики инсулина и глюкозы, о которых я уже миллион раз говорил, снижаем, что тоже круто. И микрофлоре помогаем, моторике кишечника помогаем. Короче, клетчатка — наше все. Думаем об этом в первую очередь. Яблочный уксус — это довольно сильная кислота, поэтому перед его применением желательно знать свой список противопоказаний. Как минимум рекомендую пройти простейший лимонный тест. Я напишу его в описании к видео, и вы точно поймете, подходит вам эта добавка или нет. Что касается горечи, здесь все на самом деле на вкус и цвет. Я люблю комплексные решения, сборы трав или какие-то готовые БАДы, где много всего вместе. Все, что желчегонит, горчит и жгется, так скажем, все это стимулирует отток желчи. Кто-то может просто жевать чеснок, а кто-то пить сборы трав из лопуха, одуванчика или ромашки. Вариантов масса. Выбирайте свой. Ни для кого не секрет, что физические нагрузки круто работают. Ни для кого не секрет, что физические нагрузки круто помогают нашему здоровью. Но если рассматривать это в контексте помощи нашему пищеварению, то я бы делал акцент на скручивание, повороты, переворачивание и тряску. Именно эти движения, когда мы так или иначе деформируем свою брюшную полость, свой метаболический котел, очень сильно все это дело помогает железам внутренней секреции, работе органов, работе со спазмами. Поэтому незадолго до Нового года, вообще в целом, в преддверии Нового года, я люблю устроить себе хорошую такую тренировку, включая туда разнообразные движения своего тела. Не какие-то обычные подтягивания, а что-то более динамичное, интересное и подвижное. Следующий момент, который более точечно поможет нам разобраться с теми самыми спазмами внутренних органов из-за стрессов и прочих причин, о которых мы говорили в самом начале. Ничего лучше висцерального массажа еще пока не придумано. Это простейшая процедура, ребят, на самом деле. Всю ее можно свести до простых базовых истин, которые не навредят, но принесут целый вагон пользы. Я познакомился с этими вещами порядка 2 лет назад и уже довольно часто, на самом деле, об этом говорил. Но мало ли кто-то из вас не знал. Мы просто с помощью надавливания своих рук или посторонних предметов, зачастую это какой-нибудь мяч, чуть сдутый футбольный, создаем давление на свои внутренние органы, тем самым расслабляя их, снимая спазмы. Это очень полезная привычка, которая на длинной дистанции, на мой взгляд, одна из самых лучших для того, чтобы увеличить как продолжительность жизни, так и самочувствие в целом. Здесь, конечно же, есть небольшие технические нюансы. Нужно понимать, куда приложить руку, как надавить, какие индикаторы должны появиться, чтобы понять, что все проходит хорошо. Об этом я расскажу в коротком видео, которое выложу в нашем любимом телеграм-канале, потому что здесь это растягивание хронометража. И опять же, не всем это будет интересно. Ну и напоследок, я бы хотел поделиться некоторыми практиками, которым следую уже несколько лет. Первое. Пишите на бумаге весь негатив, который у вас накопился за год. Максимально открыто и красочно. Потом сжигайте.
Уже 5-й год за пару часов до Нового года я сажусь и записываю видеообращение самому себе. Подвожу итоги, вспоминаю о ключевых моментах, озвучиваю планы. Потом очень интересно пересматривать и наблюдать свой прогресс и образ мыслей прошлых лет. Третье. Внедрение новой привычки. Возьмите что-то простое и базовое. Зарядка, 30 минут чтения перед сном с теплым светом, норма клетчатки за каждым приемом пищи, что угодно. Спустя неделю вы очень сильно добавите в самоощущениях и уверенности в себе. Четвертое. Не раздувать список целей. Ограничиться 3-5, но действительно важными и прорывными, и на них сосредоточиться. Пятое. Дать себе побатониться. Сегодня мы слишком себя загоняем. Порой нужно дать волю своему внутреннему ребенку. Ну и напоследок я бы хотел оставить самый важный шаг, который очень сильно западает, в том числе и у меня. Наше питание, ребята, особенно новогоднее, праздничное, требует очень серьезного пересмотра. На самом деле уже давно существует куча альтернатив, которые такие же простые в приготовлении, такие же красивые и вкусные, но при этом они полезны для нашего организма. Нужно просто приложить чутка дисциплины, научиться их готовить, плавно внедрить в свой рацион питания. А это, конечно же, занимает время. И в этом новом году я уже собираюсь сделать первые шаги в этом направлении. Я поеду к своей семье отмечать Новый год и прихвачу с собой несколько рецептов, которые я специально отобрал для этого случая. Приготовлю их сам, поставлю на новогодний стол. Да, и тем самым постепенно буду прокачивать свой скилл готовки этих блюд. На следующий год еще, потом еще, а потом, глядишь, и вся моя семья начнет готовить такие же блюда. Вот так, ребята, на самом деле и происходят позитивные изменения в мире. Ты начинаешь делать что-то сам, показываешь пример остальным, им начинает это нравиться, они начинают подхватывать, еще, и по итогу мир становится лучше. И еще, ребята, Новый год — это не про еду. Вернее, не только лишь про еду. В чем самая главная задача этого времени? Побыть вместе с самыми близкими для нас людьми, провести это время, да, обменяться эмоциями, теплом, сплотиться, что ли, как-то. При этом параллельно вкусно покушав, конечно же. Да, но не поскупитесь на досуг. Давайте что-то придумывать, организовывать, а не просто сидеть и со скуки есть. Ведь зачастую алкоголь и неправильное питание — это следствие того, что людям просто скучно, они не знают, чем заняться. Это тоже довольно-таки интересный нюанс, который стоит учесть. Короче, ребята, хватит на сегодня лирики. Я очень надеюсь, что мы с вами собрались здесь, чтобы двигаться вперед и меняться. Сегодня моей самой главной целью было дать вам что-то прикладное перед Новым годом. Не просто посидеть, поржать, а чтобы это было полезно. Надеюсь, у меня это получилось. Просто берите то, что вам понравилось, то, что вы считаете для себя сейчас самым доступным, и делайте. Пусть именно этот Новый год, а не следующий, и не 50-й, станет самым мощным толчком к вашей самой лучшей версии самого себя. И пусть волшебство наконец-то начинает работать. Ну а я пошел. Мне еще нужно раздавать подарки, запрягать оленей. Yeah, buddy. Lightweight, baby.